have our difference, but we can be friends. На сегодняшний день существуют, конечно, различные методы. И также вот существует Подоровская Ольга, все вы знаете. Она сейчас очень много семинаров, тренингов проводит на эту тему. Опять же повторюсь, наверное, на постсоветском пространстве она приблизилась ближе всего к переходу на параноидение, как надо переходить. Ольгу Подоровскую можно и в интернете видеть, смотреть, и у нее куча всяких семинаров, она проводит международные семинары и всякие конгрессы по параноидению, можете смотреть, очень много различных. Для меня интересен еще сам процесс, как для врача, как для ученого, как для думающего человека, что происходит с организмом. Это самый большой вопрос. Пошла зелень с печеньем. И началась сладкая слюна. Потом после этого, буквально через короткий промежуток времени, там не то времени, началась вибрация. Вибрация всего организма, каждой клеточки. Сначала началось секунду в секунду, уже пошло дыхание. И потом такое получилось вне времени, такое состояние. И прекратилось дыхание, и началась вибрация. Неописуемое состояние. И начали открываться всякие там вещи, как яснослышание и все прочие дела, которые я успешно закрыл. Почему? Потому что это очень напряжная штука, на самом деле. Ахамахасукха, да? Великое блаженство. На самом деле это просто слова, которое можно приблизить к этому состоянию, а на самом деле это вообще неописуемое состояние, абсолютно ничем никак. Это состояние легкости и состояние вне времени и пространства. И неописуемая вибрация каждой клеточки начинается, все начинает вибрировать. Это в этом состоянии теряется все. Слова, мысли. Почему? Потому что все сконцентрировано на этом. Биллионы, триллионы клеток начинают вибрировать. Это никак не описуемо, ничем. Назвать это блаженством, это ни о чем. На самом деле, вообще ни о чем. Назвать это каким-то другим словом, это просто испачкать это состояние, это тоже ни о чем. Это нужно испытать, на самом деле. Это такой достаточно, как говорят, опять как говорят, мы цепляемся за слова. Это очень большая, это назад, нас тащит назад. Здесь нужна полная тишина, тотальное расслабление. Тотальное расслабление. Вообще духовный путь предполагает тотальное расслабление. Вот цель – тотально расслабиться внутри и снаружи. А это очень тяжелый, кропотливый труд. Я потом уже начала выстраивать цепочку. Наше тело очень сильно пережато. И у многих, допустим, девушек и у многих вообще людей существует такая проблема, о которой я не подозревала. У меня, так как начали раскрываться ребра,
кроме того, что они начали раскрываться, они начали подниматься. И если будет видно, у меня сейчас ребра вот как бы смотрят вниз. Вот они вниз смотрят. Да, это видно. Видно, да? Соответственно, если помнить из уроков биологии, то ребра должны смотреть вверх, то есть вот так вот. Это вот загибается. Загибается. Здесь видно очень отчетливо, что ребра смотрят вниз. У меня ребра начали подниматься, если видно, вот здесь. Ребра вверх, здесь еще узко, а здесь видно, что они расширились. И ребра начали подниматься. То есть в этой части ребра начали подниматься. Я заметила еще другую штуку, что у меня из-за того, что ребра были сложены, кроме того, что ребра были сложены, у меня были боли в груди. У меня одна кость была вовнутрь. И когда я складывалась, она как бы, ей некуда было места, и были боли. Сейчас эти боли прошли. Очень редко бывают боли, вот, связанные с костью, потому что ей просто не было места. Теперь же это боли прошли. Но кроме этого я заметила, так как ребра были внутри, зажаты вот таким образом, этого не было видно. Но теперь видно, что в груди образовалась как бы дырка. Видишь? Посередине. Посередине. Это проблема очень многих людей, особенно девушек, так как есть грудь, этого не видно. Грудь как бы занимает место, и этого не видно. Теперь же у меня проблема людей, даже есть такая болезнь, у которых вот такой вот диагноз получается. Но раньше такого не было. Раньше этого не было. Теперь же, сейчас, на сегодняшний момент, у меня как бы вот здесь была полоска, мне было здесь тяжело. Теперь полоска перешла выше. Как бы вот эта вот полоска, которая меня стягивает сейчас, даже еще выше. Вот недавно разошлись еще здесь, и сейчас вот та часть, которая разблокируется, это вот эта часть. Вот здесь часть. И что интересно, стали разблокироваться задняя спина, тоже стали разблокироваться позвонки. То есть вначале низ спины, потом все выше, выше, выше. И вот это упражнение, которое йоги любят делать, кошечка. Ну вот когда вот там вот стоишь, да, становишься, понятно. я это делаю к стене. То есть кошечка, и специально прокручиваю определенные позвонки. И эти позвонки поднимаются все выше, выше, выше. То есть сейчас позвонки у меня, вот я прокручиваю вот эту часть. Кроме этого, кроме позвонков, то, что рассказывала Оля, и то, что было для меня удивительно. Оля рассказывала, что у вас должна в конечном итоге, то есть здесь под ребра зайти руки полностью, и здесь должна вся рука пройти вниз, и в конечном итоге выщелкнуть кость. Да. Сейчас у меня, раньше, я, как говорила, руки не входили. Сейчас они достаточно, не входят полностью, но чуть-чуть входят. И у меня здесь был один палец. Вот была зажатость вот таким образом. То есть, кроме того, что было здесь все зажато, было зажато здесь. Здесь входил один палец, сейчас это 4 пальца. Кроме того, что это 4 пальца, начали вот эти вот кости начали тоже выравниваться. То есть кости должны выглядеть вот примерно вот таким образом. Вот, это есть патология. Вот то, что ходят совсем люди, это патология. Я так обычно с тренерами не начинаю общаться. Вот увидела, понравилось, и сразу позвонила. А здесь вот прям как что-то щелкнуло. И когда Валя приехала, я оказалось, что она еще ведет тантру, а для меня тантра это мое основное направление в деятельности моей тренинговой. Вот, я, наверное, поняла, почему меня так это включило. Я почувствовала, что там есть знания, которых мне не достает. И сейчас на этом занятии я во-первых, осознала, где мне нужно работать, с чем. Для меня какие-то вещи стали на свои места, и то, что вот говорила Оля, оно совпало с мнением там еще ребят, которые мне тоже показали мои непроходимые места. Вот. И то есть картинка сложилась мозаика на сегодняшний день, и я вижу, что нужно делать. То, что те знания, которые
здесь были даны, это, ну, действительно, это не ширпотребы, и всех людей, которых я приглашала, я всегда говорила, что это будет не та тантра, к которой вы привыкли. Если вы готовы воспринимать что-то другое, новое, чего я еще и сама не знаю, то давайте пойдем вместе, будем это осваивать. И вот моя интуиция вот прям обозначила то, что здесь происходило. И огромное спасибо, я записывала многое на аудио, я буду обязательно это переслушивать и буду еще устаканивать это в своей голове, в своей жизни, в своем теле. Спасибо. Ощущения, которые я, может быть, раньше и не восприняла бы как ощущения, а может быть, просто не почувствовала. Вот. Для меня большим действительно новостью оказалось то, что маленькое движение в теле, небольшое, которое требует от тебя тела, и ты его делаешь, и дальше нужно просто помолчать и подождать, и спустя некоторое время идет следующее движение, потом еще одно за ним. Вот как у меня сегодня ноги прорабатывались, что-то удивительное. Я чуть не пропустила вот это движение, как обычно, ну вот так, ногами чуть внутрь. Потом, когда я его сделала, все-таки хотелось быстренько распрямиться и побежать, тут уже яблоко съесть. Вот. И съесть я не смогла его в течение часа, потому что, значит, вот это вот пошло движение постепенное, причем раньше бы, вот, допустим, если это было вчера или позавчера бы, я бы на это внимание не обратила. А сейчас как-то больше и больше уходишь в тонкое, потом начались вот эти циркуляции вокруг ног, потом интересное ощущение, когда смотришь на ногу, а она, то есть четкое ощущение, что она движется, у меня нет видения, есть четкое ощущение, что нога движется, я на нее смотрю, то есть глаза закрываю, ощущаю, что идет движение энергетического вот этого тела, а нога не двигается совсем. Причем движется она не в сторону туда-сюда, а в сторону пятка удлиняется. Вот. И потом видение. Я наконец сегодня поняла. То есть до этого я видела с помощью обычного зрения человеческого, просто расфокусируешь его, и идет там аура. А сегодня я поняла, вот как мы дышим через каналы, то есть заходишь в этот энергетический канал, и уже дыхание начинается другое. Оно тягучее, его тело слышит это дыхание. Не физическое, а другое тело. И точно так же видение. Вот когда ты смотришь из энергетического тела, то ты видишь по-другому. Единственное, что мне глаза пока мешают. Они то болят, то устают. Их надо как-то, наверное, пока будут. Не, выкалывать не будем. Вот. В общем, да здравствует тело, да здравствует Ольга. А то, что вот мне, наверное, повезло, потому что я действительно Фома неверующий. Если бы я Олю увидела там где-то просто на сайте, я бы там начала бы раздумывать, умеющий бы 100 раз что-то там, может быть. А то я Светлана позвала, интересная тема. Пришла, и я даже не успела среагировать на Ольгу как на физический объект, поскольку она начала говорить, я опоздала. А я начала то, что у меня пошли такие резкие изменения, катарсис буквально. Вот. И я уже забыла, кто какой, о чем думать. Вот. Только наблюдала за своими процессами. Так что для меня и первый семинар «Сказка», и второй, соответственно, а сегодняшний. Один важный момент я для себя выяснила, что когда происходит движение вперед, вот на этапе какого-то скачка, ну не скачка, перехода, может быть, как раз вот по спирали, ум не является нашей поддержкой и опорой, он является скорее препятствием, но вот я для себя так подумала, что это препятствие нужно использовать, им же нужно пользоваться каким-то образом. То есть вот, во-первых, когда проходишь блоки, и когда вот уже кажется, ум говорит, все, то есть он первый говорит, скоро блок пройдет, но говорит он по-другому, он говорит, все, хватит сидеть, давай, поворачивайся, иди, потом доделаешь. Вот это вот первый сигнал, значит, осталось немножко. Второй сигнал, если это на уровне, значит, головы блок какой-то, то все, значит, все это, что я тут сижу, и начинается, значит, копание, кто виноват,
он виноват, нет, ты виновата. Для меня вообще проще себя обвинить, поэтому, наверное, если в этот момент кто-то уходит с негативом, если, наверное, вообще вот этот человек уходит из одной ситуации в другую с негативом, значит, он не прошел какой-то блок. Я для себя вот такой вывод просто сделала. Ольгины все семинары. Я прошел где-то, наверное, около 5 семинаров, да. Ну, один еще осталось по танке. Он тоже очень хочется пройти. Я уже на сегодняшний день, наверное, около 20 лет занимаюсь всякими разными эзотерическими практиками. Вот, очень много школ тоже проходил, очень много учений всяких разных изучал и занимался и с учителями, и без учителей, и самостоятельно. Очень с многими людьми я общался, очень много учителей было у меня за все это время, но вот до сегодняшнего дня я никогда не встречал более емкого, более глубокого понимания вот этих всех процессов, которые происходят у человека, ну, на самых вершинах достижения практически любых школ. Что касается и просветления, для меня было, например, очень большим удивлением, что просветление это так просто, так понятно. У меня даже не осталось сомнения, что это действительно просветление. Вот, и действительно это просветление. И другого просветления просто не может быть. Вот что никто, может быть, еще не говорил никогда на камеру. Может быть, говорили, но я просто это еще не слышал. Создается такой диссонанс, когда видишь тему семинара, вот, и видишь, что его ведет очень обычная женщина. И создается огромный диссонанс. Огромный диссонанс. Ну, кроме внешних, других пороков просто нет, потому что внутренняя Ольга очень светлая женщина. И это сразу видно, даже не видно, просто чувствуется при общении. А внешне конфликт создается ума, потому что мы все привыкли, учителя, там они должны сидеть в позе лотоса под деревом, и у них нимб сверху на голове. А тут такой диссонанс, понимаете, учитель говорит о таких великих вещах, и действительно внешне как бы он не соответствует этому. И это было то, что для нас, когда я решался еще до тех пор, пока я не был знаком с Ольгой, решался пойти на ее семинары, у меня очень большой дилемма, ну как же это может быть? Но все-таки я решился, пошел, и я понял, что я просто не промахнулся. Просто границы восприятия моего мира расширились. До этого момента у меня такая несостыковка была страшная просто. Я думаю, у многих, кто хочет пойти на семинар к Ольге, и там пишут всякие разные негативные отзывы об Ольге, просто сами не ходили на ее семинары, и вот этой глубины они не понимают. Вот. И тем, кто меня смотрит, я хочу не предостеречь, а рекомендую вам сделать такой эксперимент. Пойти просто на ее семинар и посмотреть. Это будет для вас подарок. В этом семинаре, что там, уже хотел говорить недолго, получается долго. Об этом семинаре самое, что интересное, на каждом семинаре Ольги происходит четкое понимание, четкая ясность, все методики, как нужно делать, и ты действительно идешь, видишь подтверждение всему этому, и действительно ты видишь, где ты придешь, и границы всего этого. На этом семинаре тоже очень много было всяких разных эффектов у меня с моим внутренним состоянием. Самое для меня поразительное, это был пульс 46 ударов в минуту. Причем он был постоянным, чуть-чуть вырос, сейчас уже 52 удара был утром или вчера вечером, не помню. Сейчас надо будет еще померить. Вот. Такого пульса, в принципе, и давления я никогда не видел. При этом я чувствую себя очень прекрасно. Те, кто знает, что вот именно низкий пульс, он говорит о состоянии здоровья. Так вот, этот пульс у меня упал с 70-80 ударов до 46. То есть это
действительно объективный критерий. Как человек, практикующий традиционных форм совершенствования себя, могу сказать, что за 4 дня я подчеркнула для себя много нового и с точки зрения возможностей своего тела, и с точки зрения того, что Ольга Подоровская может дать. С одной стороны, я могу сказать, что я для себя открыла новый потенциал, новое осознавание себя, чувствование себя. Наверное, был некий шок, потому что я не ожидала эффекта, с которым я столкнулась. То есть семинар по дыханию я выбрала для себя, потому что мне это было полезно, ну, скажем, для того, чтобы дополнить свой переход на праноедение, поскольку я уже первый семинар прошла по праноедению, и то есть у меня были опыты перехода, и в данном случае то есть идет переход на прану с помощью технологии Ольги. Так вот, и то есть этот семинар по дыханию был как дополнение. То есть я не уточняла, что конкретно, чего конкретно мы хотим получить, и в данном случае, то есть я получила эффект, о котором я не знала. То есть не далее, как вчера, то есть я полностью остановила свое дыхание на 4 часа, да, как минимум. То есть это где-то 3 часа на самом семинаре, и после этого до вечера, я думаю, что это было даже больше. То есть дыхания просто не было. То есть было дыхание иное, оно было, не знаю, кого можно назвать, праническим, непраническим. Просто я чувствовала, что источник дыхания находится во мне, источник дыхания находится извне. Опыт шокирующий, желаю всем его пережить. Всем, кто хочет решиться на этот отважный шаг. То есть, хочу пожелать все-таки сделать его. Для того, чтобы понять лучше себя и понять, что существуют технологии, которые выходят за рамки общепринятого понимания. Хочу поблагодарить Ольгу за это. Закончился 4-й мой семинар Оли Подоровской. Вот как-то быстро пролетел месяц, и вот только месяц назад мы с ней познакомились, и это уже 4-й семинар. Я просто рад, что судьба меня свела с этим прекрасным человеком, и самое главное, с этими прекрасными технологиями. Технологии, которые четкие, понятные, и самое главное, они очень эффективно работающие. Семинар, который сейчас закончился, это семинар по праническому дыханию. У меня 20-летний опыт работы с различными дыхательными практиками. Много что наработано, эффективность какая-то, каких-то техник, но то, что я получил на этом конкретном семинаре, это превзошло все мои ожидания. Во-первых, эта технология, вот, если ее просто прочитать, она, конечно, простая. Чего она должна работать? Но когда начинаешь ее делать, и когда мастер подходит к каждому и старается делать так, чтобы каждый это не просто понял, но и делал правильно, вот это, конечно, мне это очень нравилось. Я видел, что каждому приходилось какой-то свой подход делать, потому что мы все пришли на этот семинар с каким-то своим различным опытом. Начались открываться такие каналы, о существовании которых я даже не слышал и не знал. Выражалось это и на уровне физики, и выражалось это на уровне психического воздействия на меня конкретно. Что здесь хотелось еще сказать, что вот в зависимости от того, насколько человек был подготовлен и прошел предыдущие техники Оли Подоровской, наверное, и более эффективно срабатывала техники, связанные с праническим дыханием. Мне так посчастливилось
первый семинар, который прошел, и это по просветлению. И считаю, что это очень важный момент, потому что люди, которые стали уже просветленными, для них вот эта техника, она более понятна и работает, может быть, такое мое мнение, более эффективно. Второе, что очень важно, это все-таки вариант очистки тела физического. К моменту этого семинара у меня уже я 1,5 года на живом питании, на сыроедении, и поэтому более-менее очищенный организм. И все равно я с 11, уже 25 дней, я в режиме перехода на праническое питание. И более-менее уже почистил физику своего тела, и это помогало мне продвигаться, используя эти техники более с меньшими какими-то проблемами. Хотя тоже выходили различные блоки, был интересный эффект открывания различных каналов, как вот это что-то происходило, двигалось во мне, и это видно было. Интересный был эффект ощущения раздвигания скелета. То есть как-то реальное ощущение, что действительно там что-то черепная коробка раздвигается, хотя я, конечно, не замерял, не знаю в реальности насколько, но эти ощущения настолько реальны. Скелет, грудная клетка расширялась, тазобедренные суставы прям выламывало, такое ощущение, что их как бы разворачивают. Вот это тоже интересный эффект. И для чего мне этот семинар нужен был? Я много-много лет искал методы выхода и создания светового тела, говорят, радужного тела. И вот этой технологии я увидел реальную возможность достичь этой цели. Понятно, что вот семинар, который связан с просветлением, технология настолько четкая, что процент просветленных после семинара очень высокий. И там не надо как бы дальше действовать. То есть процесс произошел и все. С техниками пранаедения, с техниками пранического дыхания здесь другой вариант. Здесь необходимо продолжать это действовать. Если вот та технология, что нам дана, мы будем продолжать это действовать, то результат будет, наверное, нам уже сказали, какой будет результат. Я надеюсь, что это у меня очень быстро произойдет. И я буду готов уже к 3-й ступени, которую нам обещают скоро провести. Всего хорошего. Это будет сказано от всего сердца. Я по жизни ходила много, искала много путей, бросала, опять начинала, опять бросала. И у меня сейчас такое ощущение сложилось, что наконец-то вот и не сложилось, а так оно и есть. Я пришла к тому, к окончательному пути. И, по-моему, дальше уже ничего искать не надо. Все работы, все техники даны. Главное, что нужно работать. Работать хорошо, работать много. Не волнуйся. Я так благодарна, что вообще эта школа встретилась, что есть такой путь, который не скрывается желающим, конечно. Все дается без утайки, все секреты, все техники. Главное только работать, не бросать, чтобы было желание. Вот я сначала боялась, не хотела, я счастья не волнуюсь. Я никогда не выступала открыто, только где-то там в сторонке. У меня просто возникло желание, что если я не скажу вот это все, то я буду вообще не права. В общем, я большое-большое спасибо Григорьевке, что я нашла свой путь. И дальше идти просто не нужно. Ну, как, в смысле, нужно идти по этому пути, но других не нужно.